у нас есть, значит, на сайте Intervolga.ru есть раздел «Школа», вы уже должны знать. Там выкладываются лекции. Сегодняшние лекции там тоже есть. Все последующие там тоже будут выкладываться. Все, официально начинаем. Так, здравствуйте. Меня зовут Анатолий Ерофеев, я заместитель руководителя отдела проектов компании Intervolga. Мы занимаемся веб-разработкой и не только. Сегодняшняя наша лекция об общем устройстве CMS Bittrex. Его еще называют Bittrex Framework. Для начала давайте я вам расскажу, что за термины у нас будут использоваться, так как с ними частенько возникает путаница. Часто на форумах и просто в таком персональном общении между разработчиками проскальзывают слова Bittrex, а еще 1С Bittrex, а еще 1С Bittrex управление сайтом, или даже BOOS. Последняя штука, Bittrex управление сайтом, часто аббревиатура называется BOOS. Что это и о чем идет речь? Есть компания, которая называлась Bittrex. Они разработали продукт, который называется Bittrex управление сайтом. Компания Bittrex, продукт Bittrex управление сайтом. Затем их покупает 1С. И все, что они делают, это добавляют название 1С к своему названию продукта и компании. Теперь компания 1С Bittrex и продукт 1С Bittrex управление сайтом. Bittrex не написан на 1С, какое-то распространенное заблуждение. Все, что есть, это просто где-то самый главный, у которого права на компанию. Когда говорят Bittrex, могут подразумевать как компанию, так и фреймворк. Когда говорят 1С Bittrex, ровно то же самое. По контексту надо понимать. 1С провела корпоратив для своих, 1С Bittrex провела корпоратив для своих сотрудников. Речь идет о компании. В новой версии 1С Bittrex появилась, не знаю, какая-нибудь интеграция с Инстаграмом. Это уже про продукт. А вот когда говорят 1С Bittrex управление сайтом, значит это кто-то очень-очень официальный, очень-очень официально называет продукт, чтобы ни у кого не было двусмысленности. Чаще всего мы с вами будем в нашей речи говорить о BOOS, о Bittrex управлении сайтом, будем его называть Bittrex. Из чего же состоит Bittrex? Он же Bittrex управление сайтом. Глобально можно разделить его на несколько частей. Визуальная, невизуальная и БД. Что это вообще такое? Визуальная часть. Визуальная часть — это то, что пользователь видит у себя в браузере. Любой пользователь, это может быть и администратор, у которого есть панель, где он может сделать все, что хочет. Это может быть простой анонимный посетитель сайта, который зашел на главную страницу и что-то там видит. Это может быть даже поисковый робот. Соответственно, в Bittrex визуальная часть делится на административную. Это все адреса, которые начинаются со /Bittrex. И все остальное. Все остальное — это публичная часть. К невизуальной части Bittrex относятся то, что пользователь явным образом увидеть не может. Это некие задачи по расписанию. Например, каждые полчаса выгружать в Яндекс.Маркет товары. Пользователь этого не видит, он просто видит, что в Яндекс.Маркете есть товары, ну и может догадаться, что они как-то связаны с сайтом. Как это выглядит, как это работает, пользователь не знает. Также все написанные скрипты, классы, которые вы напишете, у вас было ООП. Вот. Вы напишете какой-нибудь класс для работы с пользователями, пользователь, конечно, его не увидит. Он увидит только побочный эффект от работы этого класса. Ну, также здесь крон-скрипты перечислены, тоже задача по расписанию. Вообще агенты — это битриксовая альтернатива крон-скриптам, но крон-скрипты сами по себе тоже нужны. Кто не знает, крон — это специальный планировщик на серверах семейства Linux, который позволяет запускать команды там, с частотой, с произвольной частотой вплоть до каждую 1 минуту что-то выполнять. Ну и Bittrex, конечно же, состоит из базы данных, потому что это без этого сложные сайты, на которых делают, которые используют BOOS, конечно же, никак. База данных состоит из такого чистого простого BOOS, состоит примерно из 300-500 таблиц в зависимости от редакции. Если у вас какая-нибудь стандартная версия Bittrex,
называется редакция стандарт или даже старт, то у вас скорее будет 300 таблиц, и может еще меньше. Если у вас стоит какой-нибудь супер-пупер интернет-магазин, то там уже и 500, и 700, может быть, таблиц, и база данных будет весить несколько гигабайтов, просто потому что вы поставили Bittrex с нуля. И очевидно, что чем больше вы будете наполнять базу, тем больше там будет данных. А теперь подробнее про каждый аспект. А именно, начнем с публичной и административной части Bittrex. Дальше все скриншоты и тексты основаны на официальном курсе 1С Bittrex, который называется Content Manager. Там есть соответствующий раздел, как все устроено и что из этого. Нужно знать, вот все это здесь. Все эти скриншоты — это тоже их задумка. Сама компания Bittrex видит свой продукт Bittrex управления сайтом как такой айсберг, где то, что над поверхностью океана, это то, что видит пользователь, и невидимая часть, она же больше, она скрыта где-то там внизу. Провести черту между публичной частью и административной можно условно по ватерлинии, по авторизации. Вот как только пользователь зашел на сайт, все, что он может делать, это публичная часть. Если он ввел логин, пароль админа и получил после этого доступ, вот теперь его новые функции — это то, что и есть административный раздел. А у Bittrex особенное отношение с файловой системой. Каждый раз, когда вы беретесь за некую новую CMS, некий новый фреймворк, вот что общее вообще во всех фреймворках? Ну, наверное, такое простое понятие, как страница сайта. Да? Представим, что у нас есть задача сделать на 50 разных фреймворках просто страничку, на которой будет написан какой-то не меняющийся текст о компании. И вот в каждом фреймворке, как правило, это решается по-своему. Bittrex решает проблемы, как мне кажется, наиболее просто, изящно, понятно и элегантно. Вот если вам нужна страница с текстом, вы создаете файлик с текстом. Страница в Bittrex — это файл. Раздел в Bittrex — это папка. Обычная папка, обычный файл с точки зрения файловой системы. Но не то, что прям совсем обычный, там есть определенные соглашения, что файл должен начинаться с определенной строки, заканчиваться определенными строчками. Также и папка. Вам нужно не просто создать папку, а положить туда еще специальный такой описательный файл, в котором будет сказано, а как эта папка называется, человека понятно, потому что все папки, все файлы в латинице, конечно же, создаются, если вы не хотите никаких проблем с кириллицей. Называйте файлы в латинице, а в специальном файлике описания пишите по-русски, как называлась бы эта папка. Также в этой самой файловой системе хранится весь программный код Bittrex. 99% кода, который работает на благо сайта, он расположен как раз в файлах. В очень-очень редких случаях есть у Bittrex такой прикол. Часть кодов хранится в базе данных. Вот из базы данных код достается, потом этот PHP выполняется и дальше пошли. Это все благодаря одной замечательной функции PHP, которая называется eval. Вы когда-нибудь такую видели, слышали, использовали? Это очень такая, немного мозговыносящая функция. Она принимает строчку. Да. Она его выполняет и возвращает то, что выполнила бы эта строчка. Допустим, вы можете написать eval 1 плюс 1, даже так, эхо eval 1 плюс 1 у вас будет 2. Эхо eval return 0, он вам сделает 0. В общем, все, что благодаря тому, что PHP это интерпретируемый язык, ну, тут такие приколы возможны. Соответственно, Bittrex этим тоже в некоторых местах пользуется, а именно это движок агентов. Это, я вам сейчас слишком техническую, слишком глубокую вещь говорю, да, грешу, но тем не менее не могу не сказать. И скидки. Как выглядят скидки в интернет-магазине? Это тоже довольно интересная задумка. Вы можете пойти назначить конкретному товару конкретную скидку, но вообще-то у Bittrex принято как? Вы создаете набор правил, допустим, для всех товаров, если они красные, если у них цена больше 1000 рублей, если они в разделе там, мокасины, сделать скидку 50%. И в базе данных
хранится только вот это ваше условие, то есть if. И каждый раз, когда товар выводится, любой, Bittrex ходит в табличку, в которой лежат правила скидок, вытаскивает все правила и по одному применяет к товару. Если правило там подошло, значит скидку даем, не подошло, не даем. И в любом случае, то есть, что из этого стоит вынести, что такая вещь, как скидки, вычисляется на лету, не хранится в таблице по умолчанию, и, соответственно, это тот код, который Bittrex и валит. Он не хранится в файлах, он хранится в DB. В файловой системе, значит, у нас есть, собственно, статическая информация, страницы, которые могут хранить статическую информацию, страницы, которые могут стать базой для какого-то динамического раздела или динамической страницы, и все файлы самого Bittrex. Плюс есть еще папка, называется Upload. В эту папку Bittrex перемещает все файлы, которые пользователи загружают на сайт. Зашли вы на официальный сайт DNS Bittrex, завели там себе профиль, загрузили аватарку. Аватарка будет лежать в 1С Bittrex /upload, и дальше там будет какой-то длинный непонятный путь, чтобы нельзя было просто перебором все файлы оттуда выкачать. Пример того, как можно работать с файловой системой в панели управления Bittrex. Когда вы его поставите, у вас лабораторная работа номер 1 была посвящена тому, что надо поставить. Это такая разминка перед настоящей лабораторной. А сегодня лабораторная будет звучать как не только поставить, но и пойти сделать по нескольким видеоурокам несколько важных вещей для Bittrex. У вас вот в идеале должна в конце лабораторной работы, еще предыдущей, появиться вот эта панель администрирования. Но терпимо, если в ходе этой текущей лабораторной работы появится. У Bittrex есть, скажем так, 3 способа поработать с файлами на сервере. Вообще, вы должны были с того семестра, наверное, знать, что есть специальный протокол для работы с файлами на удаленном сервере. Какой это протокол? Смелее и четче. FTP. Он так и называется. Файл трансфер протокол. Протокол передачи файлов. Это один из способов работать с файлами на сервере, загрузить их по FTP, скачать их по FTP. Второй способ, если, допустим, вам нужно срочно что-то на каком-то сайте поправить, а у вас нет FTP доступа, можно это сделать прямо через панель управления Bittrex. Здесь есть пункт, который называется «Структура сайта», и здесь цифрами 1, 2, 3 обозначено 3 разных способа влезть вот в эти файлы, которые на самом деле лежат на сервере. По-моему, у нас тут... Да, со всеми расшифровками. Значит, файлы вот как таковые, что-то типа Total Commander или проводника, это цифра 2, называется файлы и папки. Вот там вы видите физическую файловую структуру, вот, ровно те файлы, которые лежат на диске, если бы у вас был FTP доступ. Под цифрой 1, здесь это называется интернет-магазин, сайт по умолчанию, под цифрой 1 на самом деле может быть несколько строк. На одном ядре Bittrex можно создавать несколько сайтов, родственных друг другу, на которых будут одинаковые пользователи, межсайтовая авторизация. Вот сколько сайтов на ядре Bittrex создано, столько будет пунктов 1 здесь. Интернет-магазин сайт по умолчанию — это на самом деле название того сайта, который создан в примере. Если бы сайт создали сайт во лбу, то здесь было бы не интернет-магазин сайт по умолчанию, а сайт во лбу. Здесь в пункте 1 выводится так называемая логическая файловая структура. Я чуть раньше говорил, что не просто файл — это страница, а папка — это каталог. Они должны быть созданы по определенному соглашению. Вот если это соглашение соблюдено, тогда в пункте 1 вы увидите все реальные разделы и страницы, и они будут называться, просто, проще говоря, на кириллице. Если у вас есть, допустим, страница about.php, а где-то там внутри написано, что заголовок страницы там о нас, то в пункте 2 вы увидите файлик about.php, потому что это физически существующий файл. А если зайдете туда же, на тот же сайт, но в пункт 1, вы увидите о нас страницу. При этом это одно и то же, просто разные уровни представления. И есть третья вещь, довольно старая, используется от места к месту, медиабиблиотека. Это некое такое немного централизованное хранилище файлов. Если вам нужно в
какую-нибудь новость, вставить картинку, вы можете это сделать напрямую, вставив картинку в новости, а можете вот сначала загрузить в это хранилище файлов медиабиблиотеку, а потом из медиабиблиотеки уже вставлять куда угодно. Ну, то есть обычно имеет смысл так делать, если у вас есть какая-то картинка, какие-то ресурсы, которые, видеоролики, не только картинки, которые вам будут нужны много где на вашем сайте. Но таких на самом деле не очень часто такие встречаются. Сейчас попробуем такую штуку провернуть. Я создал сайт. Попробуем на нем это все демонстрировать. Вот это классическое тиражное решение Bittrex. Довольно старенькое, потому что я поставил редакцию, кажется, стандарт. Мог быть интернет-магазин. Но этого нам достаточно. Значит, как проверить, что любой сайт сделан на Bittrex? Лайфхак. Вводите /Bittrex и смотрите, что произойдет. Вот если вы видите что-то такое, значит сайт сделан на Bittrex. Спортмастер, MVideo, все можно как-то проверить. Я буду пароль подбирать. Нет. Да, это очень интересно понять. Помнишь, Хочу сломать видео. простой. Я с этим связался, начинаю просто пытался подобрать пароль. Пароль знаю. Я забыл. А кто смог поставить Bittrex уже? Ну, немало. И как? Куда ставили, скажите? Вот самый больной, наверное, вопрос будет это, где размещать его. Ну, сначала PHP скриптом, но что-то предлагал и на виртуальную машину. Виртуальная машина. Второй раз. Какого семейства виртуальная машина? VM, Bittrex, я не знаю. VM Bittrex это образ для, ну, например, Oracle VirtualBox. Вот VirtualBox у вас... А, на чистый CentOS? Да. Виртуалка, там CentOS, туда все установили. Да. Понятно. 7.6. Да, на CentOS на самом деле больше всего они любят, по крайней мере, рекламировать свои. Вот какой. Вот, отлично. Значит, небольшой пример. У нас есть сайт с основными разделами. Вот. Надо обращать внимание и на меню, и вот сюда, в угол. Компания /company, новости, news, продукция, products, услуги, services, контакты, contacts. И теперь пример. Вот структура сайта, вот смотрим, файлы и папки. Видим? У нас тут все системные папки. Вот папка Bittrex, в которой хранится все. Папка Contacts, которая соответствует разделу контакты. Папка News, папка Products, Services и Company еще должна быть. Вот Company. Если бы мы подключились по FTP, мы увидели бы ровно такую же структуру сайта. Логический уровень выглядит вот так. Интересно, почему-то еще и не все показано. Тут только поиск отображен, вход на сайт и все. Ну, значит, что-то не так в этом тиражном решении. Этому тиражному решению уже очень-очень много лет. Могли не совсем корректно адаптировать под нынешние реалии. Медиабиблиотека, скорее всего, пока пустая. Да, изображений нет, видео нет, аудио нет. Давайте создадим какой-нибудь новый раздел, посмотрим, как это все отобразит и физический, и логический уровень. Создаем раздел. Саша, выключи свет, пожалуйста. По-русски будет называться «О компании», а не по-русски будет называться «About». Добавим в меню, добавим в верхнее меню. Последним пунктом
Новая страница появилась, текст пока не стали добавлять, о компании и about. Смотрим, как у нас изменилась физическая структура, логическая структура. Появился раздел о компании. Если туда перейти, мы получаем страницу о компании. А в физическом about, а внутри индекс PHP. Вот этот индекс PHP — это страница о компании, раздел about — это раздел. Дальше. Инфоблоки. Все, что было сказано до этого, это вам руководство к действию, как создавать страницы, которые не меняются со временем. Как раз пример страницы какой-нибудь о компании. Раз в год туда заходим, добавляем, что в 2019 году наша компания... Через год мы туда зайдем и добавим, а в 2020 году наша компания еще что-то сделала. Но есть такие вещи, которые меняются постоянно. В интернет-магазине это, конечно же, сами товары. В каком-нибудь новостном портале это сами новости, которые добавляются каждый день, каждый час, может даже несколько штук в минуту, в зависимости от калибра этого портала. Если бы это был, условно, голый PHP, и вам бы сказали, сделайте раздел новостей, которыми можно управлять, вы бы это как сделали? Пошли создать новую папку, пошли создать новый файл, пошли скопировали хедер, футер. А вот если нужно как раз инструмент для наполнения сайта новостями сделать, для кого-нибудь вот такого, прям поле «Новая новость», введите текст новости, введите название и там, введите путь с картинкой. Мы пошли на сайт WordPress, скачали WordPress. А на голом PHP? А, на голом? Да. Сделали бы редактор. Редактор свою чего? Можно. А если бы вам нужно было сделать поиск по этим новостям потом? Мы сделали. Мы поняли, что это сложно. Вы должны были сказать, база данных вам понадобилась. Она как бы и так даже есть. Она уже давно Не факт. Вот пока что в нашем примере статические страницы, папки, файлы, вообще база данных не фигурировала. А вот если речь идет о том, что нужно постоянно редактировать, обновлять, дополнять, индексировать для поиска, вставлять в меню, вот тут уже база данных годится. И во многих CMS и фреймворках вам нужно именно создавать свою таблицу, каким-то образом описывать семантику ее, то есть что поле name — это не просто какое-то текстовое поле, это поле названия, что поле preview текст — это не просто какое-то поле preview текста, это описание, оно будет выведено там в списке, но не будет выведено на детали. А в Bittrex вы избавлены от работы напрямую с базой данных, это и хорошо, и плохо одновременно, это особенность фреймворка, с базой данных напрямую мы в принципе не работаем. 90% задач, которые решались бы созданием своей таблицы в базе данных, в Bittrex решаются через модуль или механизм инфоблоки. По сути, когда кто-то говорит создать инфоблок, имеется в виду на самом деле создать свою таблицу. У инфоблоков есть свои свойства, это столбцы в таблице, и есть элементы, это строки в таблице, конкретные записи. Чтобы не пускать, как называется человек, который управляет данными сайта, но не является программистом, этот человек называется контент-менеджером. Он заведует всем, что есть на сайте, но при этом он не программист, он не может пойти какой-нибудь баг починить. Он знает, как опубликовать новость, как ее скрыть, как внести правку, но не знает, как сделать, не знаю, чтобы цвет новости, цвет заголовка новости был мигающий. Ну, там, не силами CSS, а где-нибудь в коде. Или он не может сделать импорт новостей из какого-нибудь другого источника. Вот контент-менеджер это одна из основных ролей в Bittrex. Вот этому человеку, контент-менеджеру, как раз с инфоблоками работать удобнее, чем с реальными таблицами. Это, по сути, обертка Bittrex для работы с таблицами. Плюс инфоблоки компенсируют некоторые вещи, которые являются недостатком в голых таблицах. Например, знаете ли вы, что количество столбцов в таблице ограничено? 255? Нет. Там нет конкретного количества столбцов, которое является максимальным. Там ограничен суммарный размер данных. То есть,
если вы попытаетесь создать 200 полей типа TinyInt, у вас, скорее всего, получится. Потому что TinyInt весит сколько? Ну, 2, то есть это же... Самый маленький интер. 8. По-моему, 1 байт. От минус 127 до 128. А если вы попытаетесь создать, не знаю, 200 варчаров по 65 тысяч символов, то уже, скорее всего, у вас ничего не получится сделать. Поэтому в базах данных, например, MySQL, есть такое зашитое где-то в коде ограничение максимальный размер строки. Каждый раз, когда вы создаете новый столбец, вы чуть-чуть от этого максимально допустимого размера откусываете. И однажды, когда вы будете создавать новый столбец, вы можете словить удивительную ошибку: нельзя создавать больше столбцов. Причем, разумеется, в разных таблицах это по-разному, потому что в разных таблицах разные столбцы. Так вот, в инфоблоках можно создать, можно сделать инфоблок, у которого было бы 500 свойств. Супер-пупер товар, у которого были бы свойства всех товаров каталога. Но это уже и по-другому делается, не правда ли? Конечно. Когда я говорю, что инфоблоки это типа таблицы, я имею в виду, что это не совсем так. И прочие методы, да. Да, в какой-то степени. В общем, инфоблоки решают ту же задачу, которую обычно решают суровые бородатые программисты голыми таблицами. Но чтобы управлять данными в таблице и не пускать людей в какой-нибудь PHP-MyAdmin, у которых обострено чувство прекрасного, им сделали вот инфоблоки с красивым редактором. Как выглядит работа с инфоблоками? Во-первых, их надо, разумеется, создать. Допустим, мы создаем инфоблок новостей, и теперь один раз его создаем, все, у нас теперь будет новость, говорим, что у каждой новости есть там 5 картинок, ссылка куда-нибудь на другой сайт, ну там, и по мелочи название, дата, описание, краткое, описание подробное. После этого контент-менеджер может пойти уже и создавать новости сам. Итого, что самое важное по инфоблокам, сейчас идем на сайте, посмотрим, как это выглядит. Инфоблоки в административной части размещаются примерно там же, где и контент. Вот здесь у нас пункт структуры сайта знакомый, а вот здесь снизу идут созданные инфоблоки. Здесь ниже можно их создавать. Инфоблоки — это инструмент для работы с базой данных. Это то самое, что вам нужно для создания динамической информации. И, что очень важно, инфоблоки гораздо ближе к базам данных, чем вы думаете. Вот само по себе создание инфоблока новостей не создаст у вас на сайте раздел новостей. Вы можете хоть 300 инфоблоков создать, ну, вот на этом сайте, который сейчас покажу, раздела там не появится. Потому что это немного разные вещи. Есть разделы публичные, визуальные, которые выводят какие-либо данные. И есть сами данные, которые хранятся в БД. Чтобы сделать и механизм управления новостями, и раздел, соответственно, нужно и инфоблок создать, и специальную страницу. Что за специальная страница? Чуть позже, а сейчас посмотрим на инфоблок. Вот у нас тут есть как раз раздел новостей. Если мы, пример, если мы, находясь на странице о компании, откроем вот эту штучку «Изменить страницу», то мы увидим вот ровно то же самое, что здесь есть. На странице картинка, текст с каким-то там нашим правилом, высочайшие стандарты. Вот ровно то же, что мы видим здесь. Если открыть страницу вот прям как PHP-файл, то он выглядит вот так. Специальное начало, так называемый битриксовый пролог, где написано «Подключаем битрикс», как страница называется, а дальше уже идет то, что пользователь непосредственно видит. Картинка, текст. Ну и тоже закрывающая специальная строчка. Это статическая страница. Если мы зайдем на страницу новости, где у нас тут получено водостойкое соединение, международная мебельная выставка, и нажмем ту же самую кнопку «Изменить страницу», что мы увидим? Мы увидим список новостей? Нет, мы видим вот такую штуку с надписью «Новости». Что это такое, непонятно. Если открыть страницу как PHP, скачали бы ее через FTP и посмотрели, мы бы увидели вот вообще вот это вот непонятное. Начало вроде такое же, да, подключаем битрикс, даем понятное название, а дальше какой-то код. Ну, что это за код, чуть дальше. А где же найти, если нужно у нас какую-нибудь опечатку исправить? Самый простой вариант
просто знать, что это инфоблок новости. Соответственно, идем в контент, находим новости, вот они. Почему 2 раза написано новости? Во-первых, это не предел. А во-вторых, все инфоблоки группируются по типам инфоблоков. Вот у нас есть тип инфоблоков новости, а в нем инфоблок новости. А в инфоблоке новости уже есть вот 3 записи. И вот у нас получено прочное водостойкое соединение, как раз таки. Какую-нибудь опечатку тут исправили, ну, в данном случае не исправили, опечатку, а добавили единичку в конец. Сохранили, обновили. Да, не важно. Применить оставляет меня на той же странице, сохранить меня бы вернуло назад. Вот, пожалуйста, единичка появилась, ура. А вот так, кстати, выглядит интерфейс уже настроенного инфоблока, у которого есть поля начала активности, окончания активности, название, символьный код, сортировка и еще примерно там, 50 разных полей на разных вкладках. Когда я в первый раз увидел Bittrex, у меня было одно замечание. Все хорошо, но слишком много полей, слишком много настроек, ничего не понятно. Сейчас полей уже так, морально не хватает, и кажется, почему же они не добавили еще 50 полей, как было бы хорошо. Это мой заголовок изменили, а если надо будет внутреннюю... Да, где текст вот этот находится? Пожалуйста, это называется анонс. Вот. Он есть у всех инфоблоков по умолчанию, не надо создавать, уже есть следующие поля. Ну, практически, да, все, которые вы видите. Есть флажок активность, можно быстро это скрыть с сайта. Есть начало окончания активности, это дата, когда он сам появится и сам исчезнет. Название, это даже обязательное поле. Символьный код, это для формирования ссылок. Вот это вот замечательная сортировка 500, знаете, что такое? Нет. Это очень неочевидный, на первый взгляд, способ менять порядок записей в списке. Вот если вы как программисты, как бы решали такую задачу? У вас должен быть список записей, и контент-менеджер, человек, не знающий программирования, должен очень просто и быстро менять их местами. Допустим, хочет, чтобы сегодня в топе каких-нибудь объявлений было не это, а вот это. Допустим, вы можете написать код, что он сортирует по любому полю. Как бы вы такое решали? Порядковая нумерация? Ты первый, ты второй, ты третий. Если их 100 и надо поменять 2 местами, ну, значит, меняйте всем порядковую Не нумерацию. обязательно так. А Можно как? просто сделать список, Так. а не массив. Там просто отрываем один, отрываем второй, меняем местами, соединяем и все. Тебе не надо менять местами, тебе надо... Ну, ссылки И чтобы у поменять. тебя первая переходила на место 55-е, чтобы она просто опустилась на один порядок. Или вставить в самый верх, чтобы все сместились. Первый, Вставить знаешь, вверх, Чтобы это у тебя проще. порядок других поменялся. Ну, вот если бы это хранилось в коде, тогда да, как объекты, но это же хранится не в коде, а как записи в базе данных, просто таблички, как Excel. Что? Типа веса какого-то. Вот сортировка это и есть тот самый вес. По умолчанию у всех элементов сортировка 500. Соответственно, при прочих равных условиях, значит, сортировка идет по какому-нибудь еще полю. Обычно это там по дате публикации, по рейтингу. А если нужно все-таки поднять, то мы идем в нужную новость и говорим, что она не 500, а 400. Давайте попробуем мебельный форум Беларуси поднять. С колен. То есть чем меньше вес, тем значит Да. новость. Вот у них всех сейчас сортировка Чем 500. меньше, тем... Ну, типа, Тем выше. они все однозначно. Ты потом берешь одному. Там стоит, скорее всего, сортировка по полю сорт по возрастанию. Но если сейчас больше, то она... Она сейчас последняя. Если мы сделаем ей там 600, она и останется последней. А вот если мы ее поднимем, сделаем ей 400, а вот нифига. Ну, значит, тут просто не настроена А сортировка. если Поэтому сохранить порядок? не поможет. Тут надо смотреть, как настроена сортировка в принципе в этом компоненте списка. По-моему, наоборот, надо, чтобы он больше весил. Ну, чисто. Ага, дата начала активности по убыванию, а потом сортировка по возрастанию. То есть если я дату начала активности им одинаковую бы поставил, тогда да. Давайте поменяем. У нас не появляется. Пускай первая будет сортировка по возрастанию, а потом будет ID по убыванию. Самый новый вперед, самый последний назад.
А теперь мебельный форум Беларуси вверху. Сейчас проверим, что сортировка на что-то влияет. Сейчас 600. Вот, переместился мебельный форум. Потому что, на самом деле, это всегда нужно настраивать на сортировку сначала, чтобы был всегда экстренный способ что-то наверх поднять. Ну, то есть такой не очень удобный и очевидный способ на поверку оказывается довольно полезным. А почему между ними, скажите, я взял 600, а не там 501, чтобы отсортировать? Чтобы можно было еще раз здесь. Да. Поэтому сортировка обычно ставится 500, то есть и позади много чисел, и спереди много чисел, и отрицательные числа можно. Так, вы просили еще что-то меня. Сортировка от скольки до скольки? Это поле int. Вот от минимального инта до максимального инта в базе данных. Интов там тоже достаточно? Конечно, несколько миллионов или даже миллиардов. Вполне себе. Так, еще что-то про инфоблоки показать? Да, я начал говорить, какие поля по умолчанию есть. Начало окончания активности, сортировка символьный код. Дальше есть блок под названием анонс. Здесь у нас какая-то картинка маленькая для списка. А еще здесь у нас описание для анонса. Тут на самом деле визуальный редактор можно использовать, вот, чтобы не пугать никого вот этим HTML. То же самое у подробно. Подробная картинка, подробный Если текст. просто текст, он как обычный текст будет? Если, сейчас смотрите, все очень просто. Вот мы берем мебельному форуму Беларуси, да, говорим, что это текст, а не HTML. И что у нас тут будет, как думаете? Пожалуйста. Вот ровно то, что мы ввели, здесь и отображается, потому что это текст. Потому что никакой поддержки HTML. Переключаем. Какой-то редактор текста по... Да, я только что показал. Вот. Включаем визуальный редактор, и вот уже все, пошла жара. Но на самом деле это тот же самый HTML, просто подключен в редактор. Для любителей Word. Кстати, если скопировать из Word и вставить сюда, то все оформления сохраняются. Жирное остается жирным, подчеркнутое подчеркнутым, зачеркнутое зачеркнутым. Дальше есть большая вкладка для тех, кто очень любит SEO. Очень много, я даже не буду рассказывать. И интеграция со всякими там директами. Последние две вкладки не особо интересны, они не появились не так давно. Лет 5 назад. А вот эти вещи в Bittrex, поясняю, сейчас Bittrex, видите, какой версии? 20-й. Они придерживаются принципа одна версия в год. 20-й год, 20-й Bittrex. 18-й год, 18-й Bittrex. 14-й год, 14-й Bittrex. 16-й. Ну, значит, там юридические какие-то права у них в последний раз обновлялись в 16 году. Ну, так это вот прям свежачок. Но у них одна версия в год. Да, одна большая версия в год. Причем, Зачем еще цифры? где? Да. У него 20, Это один большой релиз в год. А они могут какие-нибудь баги добавлять, удалять, новые функции выпускать в течение года. Ясно, понятно. Так, пожалуй, по блокам. Все, давайте дальше пойдем. Ты представляешь, как людей радуются? Ну, в прошлом году, позапрошлом, они пропустили релиз, у них не было вот этого большого события, трансляция в интернете, YouTube, презентация, рассказывают, что нового добавили. Но обычно у них такое есть. Они рассказывают много хорошего, показывают много красивых скриншотов и еще полгода после этого потихонечку выпускают все, что наобещали. Из чего состоит Bittrex, если на него посмотреть не с точки зрения файлов и пользователя, а вот немного боком, с точки зрения разработчика? Сам по себе Bittrex состоит из... Что такое вообще Bittrex, если попытаться выкинуть из него все, что дополнение к нему? Bittrex, наверное, это главный, у него есть механизм модулей, и некая такая объемная часть программного кода, объединенная идеей некоторой, ну и весь модуль хранится в одной папке. И все модули хранятся в папке Bittrex Modules. Вот есть папка Bittrex Modules Main, главный модуль. И вот главный модуль, наверное, является Bittrex в самом чистом виде.
Там, рядом с ним какие-то есть модули инфоблоков, поиска, управления структурой. Они все, да, конечно, должны быть, но сам Bittrex, наверное, вот в этом модуле main в большей степени и представлен. Разработчики могут писать свои модули. Кто угодно может написать свой модуль. А у Bittrex есть даже специальный магазин, где можно купить некий модуль себе. Платный оплатить или бесплатный себе поставить. Есть для бесплатных и для триальных модулей механизм ограничения по времени. Поставили модуль, 14 дней попользовались, дальше платите, если понравилось. Соответственно, внутри модуля может быть вообще все, что угодно. Модуль может быть визуальный, может быть совершенно не визуальный. Модуль может делать что-то для пользователя, может представлять какие-то наборы полезных инструментов для администратора. Например, когда-то мы сделали модуль, позволяющий редактировать вот это вот меню на главной странице сайта. Меню всех подразделов, находясь на первой странице. Ну, такая простенькая вещь. То есть модуль — это вот та самая единица, которую обычно делает разработчик. Но тут есть опять же оговорка. Если разработка на Bittrex затевается ради одного конкретного сайта, то, возможно, вам свой модуль делать и не надо. У Bittrex есть специальная такая точка расширения, где вы можете просто дописывать свой код, не оформляя его в некий единый модуль. Если вам нужно просто, как в академии Bittrex, который будет на лабораторной, поставить сайт, сделать на нем А, Б, С, то эти специальные папки, не выделяя отдельный модуль. Отдельный модуль — это если вы протестировали его и хотите его распространять между разными Bittrex. Влезать в модули, которые есть в Bittrex, крайне не рекомендуется по одной простой причине. Если вы туда влезли и что-то поменяете, то не будет никакой гарантии, что сайт будет корректно работать. Вот, знакомое выражение «работает, не трогай». С модулями Bittrex ровно то же самое. Если вы нашли какую-то ошибку, такое бывает. В крупных платных продуктах лицензия Bittrex бизнес, по-моему, стоит 80 тысяч рублей. Ну, не маленькие деньги по меркам, да, человека, не компании, для конкретного человека, не маленькие деньги. Тем не менее, там запросто можно находить баги. Вот когда-то у них вышло, помню, было обновление с очень полезной фишкой, можно было Да, они сделали такую вещь. У них есть стандартный компонент, список моих заказов интернет-магазина. И они добавили, вот только-только добавили туда штуку, что можно перейти по ссылке специально такой длинной, которую не подделать, и увидеть заказы без авторизации, без ввода логина и пароля. Но они сделали это немножечко кривенько, в результате чего любой пользователь мог зайти в любой заказ интернет-магазина. Вот так, пожалуйста. Вот такой был баг. Там, на следующий день после выхода модуля мы его нашли, мы им написали, они сказали спасибо, и там через недельку выпустили патч. А вы говорите, зачем маленькие номера версии? Вот для такого. Выпустили версию 20.0, и потом еще полгода 20.01, 02, 03, и у каждого исправлен баг, исправлен баг, исправлен баг. У модули это написано на PHP, соответственно, технически возможность влезть туда остается. Вот открыли PHP файл, вставили свою строчку. Но, как правило, у модулей, чем он лучше, тем он гибше. Там есть свои настройки. Соответственно, разработчики модуля, хорошие разработчики модулей, должны делать множество настроек к своему модулю, чтобы им можно было пользоваться не только одним способом, как это видит разработчик, но и какие-то были вариации. Самые сложные модули Bittrex, такие как торговый каталог, интернет-магазины, у них действительно очень-очень много настроек. У инфоблоков основной довольно модуль настроек всего 5-10. Вот в пределах этих настроек можно менять. И, кстати, смотрите, как у нас этот айсберг уже отрисовался. У нас есть визуальная часть, вернее публичная часть над уровнем воды. Тут появилась надпись «Компоненты», сейчас вот буквально на следующем слайде о них поговорим. А под водой оставились файловые системы, инфоблоки, модули и база данных. Данные, которые нужны модулю, хранятся либо в инфоблоках, которые он сам создает, либо, что гораздо чаще, в таблицах, которые он сам создает.
Если посмотреть на структуру таблиц Bittrex, то у них всех название примерно строится по одному принципу. Там идет префикс B, Bittrex, затем название модуля, а затем название сущности, которая хранится в этой таблице. Допустим, для элементов инфоблока есть таблица B, iBlock element. Для пользователей, которые относятся к главному модулю, не указывается слово главный модуль, не указывается слово main, поэтому пользователь это B-user, группа пользователей это B-group. Заказы интернет-магазина, модуль sale, сущность order, B-sale order. А вот так, чтобы модуль создавал инфоблок, это очень нечасто используется. Инфоблоки это обычный инструмент для наполнения публичной части сайта какими-нибудь своими новостями, блогами и так далее. Что такое компонент? Компонент это вот, помните слово новости, которое было на странице news? Вот это был пример компонента. Компонент это такой представитель модуля, его кусочек. Каждый модуль может с собой, устанавливаясь в систему, устанавливать пачку компонентов. Эти компоненты в визуальном редакторе можно на страницу положить. Сразу покажу, как это делается. Давайте вот изуродуем страницу о компании, например. Вот у нас есть о компании, все нормально, все по-настоящему. Потом мы, вот, как вы говорили, Word, а вот теперь тут смотрим, оба компоненты. Что тут есть? Так, найти не удалось. Ну, что-нибудь. Можно положить здесь список инфоблогов. Вот список новостей, давайте какой-нибудь выведем. Вот это компонент. Bittrex Newslist, он же список новостей. Мы ему скажем, друг, выводи, пожалуйста, новости, выводи их 20, я больше ничего не буду настраивать, посмотрим, что случится. О, пожалуйста, появились новости. Если посмотреть, как выглядит страница, то там под реальным текстом, контентом появился вот этот список новостей. Вот это вы увидели в действии компонент. Что сделал компонент? Он сходил в базу данных, в инфоблок, который я ему сказал, вытащил оттуда все записи в соответствии с теми фильтрами и сортировками, которые я задал, и вывел все на страничке. Компонент, он чем-то похож на класс. Вот. Когда у вас было ООП, вы могли слышать про принцип Solid для разработки классов. В частности, у класса должна быть только одна ответственность. Он должен заниматься только чем-то одним, но делать это очень хорошо. У вас не должно быть класса, который умеет редактировать XML, отправлять его по FTP и проверять на корректность. У вас должен быть класс, который только открывает, допустим, только читает XML, который записывает XML, который какие угодно файлы передает по FTP и так далее. Также и здесь. Есть компонент список новостей. Он только выводит список новостей. Если вам нужен компонент, который выводил бы список новостей, а еще, если вам нужна страница, где был бы список, а еще там была бы форма «предложите свою новость, мы там ее опубликуем, спасибо», то это на самом деле два разных компонента вам нужно. Компоненты можно группировать друг внутри друга, и тогда мы уже говорим о такой штуке, как комплексный компонент. Простой компонент, он размещается на странице и превращает эту страницу во что-то другое, а комплексный компонент можно положить в разделе, и он создаст целый подраздел со всеми этими вещами. Например, в большинстве интернет-магазинов каталог товаров весь это один большой комплексный компонент. Физически это один файлик, физически это одна страница. А в базу данных входит комплексный компонент. Он вытягивает список разделов каталога, список товаров каталога, цены, наличие, сравнение, все это он вытягивает и отображает. Итого, модули отвечают за большую часть функционала сайта. Модуль main является в принципе Bittrex. Он умеет подключать другие модули, он проверяет. Модули можно настраивать. Компоненты, они отображают данные в публичной части, залезают в BD, либо напрямую, либо в инфоблоке. Но на самом деле, когда они лезут в BD, они тоже делают это не напрямую, они делают через модуль. Модуль это как такая библиотека, которая дает вам возможности. Компонент эти возможности реализовывает.
модуль работает не на какой-то конкретной странице. Модуль он просто либо установлен, либо не установлен. Если он установлен, вы можете его подключить и вызвать какие-то его функции. Если он не установлен, можете при попытке его вызвать, вы получите ошибку, что модуля нет. Или модуль был установлен 14 дней, бесплатный срок истек, опять же, при попытке его использовать, вы получите ошибку, что все, поезд уехал. Компонент должен выполнять только одну задачу. Ну и он тоже должен иметь настройки. У компонентов, так же как и у модулей, их может быть очень-очень много. Самый популярный компонент Bittrex — это, наверное, newsList. Вот несмотря на то, что он называется newsList, то есть там есть семантическое слово news, на самом деле это не совсем корректно. Можно было бы его назвать список элементов инфоблока. Это не обязательно будут новости. Вы можете сделать слайдер, ну, знаете, галерею, какую-нибудь пролистываемую картинок, и это реализуется компонентом newsList. Вы можете сделать список отзывов о вашей компании, это тоже newsList. Список вообще чего угодно, это newsList. Соответственно, есть компонент детальные новости, это опять же детальная страница чего угодно. Посмотрим, что у нас тут есть похожее. По разделам не видно ничего хорошего. Товары, услуги, вакансии. Вот, вакансии, пожалуйста. Посмотрим. Вот у нас есть текст о вакансиях. Как он реализован? Каким компонентом? Ну, замечательно, вакансии. Это какой-то очень-очень старый компонент, плюс я вижу по названию, что он не совсем типовой. Вот с конкретно этим сайтом, который вы видите, вот этот красненький, мебельная компания, шел вот этот компонент. Никто не запрещал, а даже приветствовалось бы поставить компонент в список новостей и с помощью компонента в список новостей вывести вакансии. Никто вас за это по рукам не бил бы. Еще раз, список новостей — это такая основная рабочая лошадка. Надо использовать его, когда нужно вывести из инфоблока список чего-нибудь. И модули. Покажу, какие модули могут быть. Список всех модулей у нас отображается вот здесь. Вообще у Bittrex здесь очень много пунктов меню, как видите. Вот прям с непривычки очень легко запутаться. Это еще и все вложенные. Я вот обычно пользуюсь поиском, если я примерно помню, что там есть, какая страница мне нужна. Вот как раз по названию. Ну, модули. Вот, пожалуйста, список всех установленных в системе модулей с дополнительной информацией. Главный модуль, ядро продукта, версия 20.00, дата обновления, и статус установлен. Вот есть какой-то модуль не установлен. Все они устанавливаются вот здесь, кнопочкой «Удалить, установить». Чтобы модуль можно было установить или удалить, его нужно скачать либо через такую вещь, как Marketplace, это каталог модулей, либо просто физически папку с модулем положить в правильное место. Едем дальше. А как выглядит следующая задача? Создание физической страницы. Теперь вот по этому айсбергу смотрим. Это самая простая процедура создания физической страницы. Нам нужно создать файл в файловой системе, вот в этой самой. Процесс показан стрелочкой. И в этой файловой системе, в этот файл загрузить текст, картинки, видео, все, что вам нужно. Указать правильный URL, после этого у вас опубликуется страница. Самая простая процедура. Ее основные тезисы. Файл — это страница, создали файл, создали страницу. Файл наполняется содержанием. Показ страницы происходит без работы программного кода. Вы видели, я вам открывал исходный код страницы, там нет PHP, ну вот кроме первой вставки и последней. Там HTML вставлен, реальный HTML, без каких-то там обработок динамических. А вот работа с инфоблоками выглядит уже гораздо интереснее. Прежде чем какую-то информацию на сайте разместить, нужно первое — создать инфоблок. Давайте какой-нибудь инфоблок создадим, чтобы было понятно, что это не так сложно. Допустим, идем в тип новости. И в типе новости, я сейчас, наверное, вас запутаю, если я в типе новости что-то создам. Старые, устаревшие. Да, хорошая идея, давайте. Добавить инфоблок. Архив. На
самом деле все. Обязательных полей больше нет. Но если очень хочется, давайте создадим источник. Создадим поле источник. Тип у него либо ссылка, если такая тут есть, либо строка, потому что ссылка это тоже строка. Нет. Отдельного поля ссылка нет, значит так вставляем. Код можно указывать, можно нет, но лучше указывать. Все, у нас появился инфоблок архив. Вот мы можем добавить элемент, и у нас очень много чего появилось. Анонс подробно знакомый вам по новостям. Вот, получено прочное водостойкое соединение. Замечательно, именно это и хотел. Источник какой-нибудь. Все, вот у нас на самом деле создалась строчка в таблице, просто таблицу, которую мы не видим. Дальше, если мы захотим разместить эти вещи где-то на сайте, мы туда идем, ну, допустим, о компании, нашу созданную страницу, и размещаем здесь компонент. Он у нас, все компонентов много, больше сотни, они сгруппированы вот по таким блокам. Нам нужен список новостей. Мы говорим список новостей, говорим, что нам нужен тип новости, код инфоблока, можно динамически, можно вот прям напрямую задать архив. Все, опять же, ничего не меняю, ничего не трогаю, выведи мне хоть как-нибудь, будет несчастье, пожалуйста. Ну, получено водостойкое соединение 1. Вот еще сделать. Если жамка, он куда-то придет? Нет, потому что это только Ссылки список. нет. Это только список. Ссылка-то есть, но она ведет в никуда. Ну, привела не в никуда, а на страницу News. Это чуть дальше. Это будет вот в академии, в лабораторной работе. Куда именно эта ссылка приводит. После того, как мы, наверное, сейчас по всем этим пунктам как раз и прошлись. Пункт 1. Создаем инфоблок новый. Пункт 2. Ну, как только мы его создали, создалась, скажем так, площадка в базе данных, куда мы можем эти данные вносить. Мы создали файлик. Мы в этом файлике разместили компонент news list из модуля iBlock. Вот если удалить модуль инфоблоков, из админки пропадут все пункты, связанные с инфоблоками, пропадут компоненты. Вернее, не пропадут, а перестанут работать. Компонент настроили на наш инфоблок. Все, как только мы заходим на страницу, что происходит? Мы зашли на страницу About, там лежит компонент. Компонент — это уже настоящий код, динамические данные. Он полез в базу данных в инфоблок, вытащил оттуда все записи и представил их нам на странице. Попутно он сделал еще много всяких вещей, как, например, закэшировал эти данные, но это сейчас не важно. В общем, он из базы вытащил данные, которые мы ему попросили вытащить, и показал. Таким образом, статические страницы, о которых мы говорили в начале, это файлы, а динамические страницы — это те же самые простые физически существующие файлы, плюс на них какие-то компоненты. Вот так создаются все динамические структуры в Bittrex. Пример примерно того же самого, но с другим шаблоном. Здесь у нас размещается компонент каталог, там есть список товаров, список разделов, детальная страница товара, детальная страница раздела. С помощью компонентов инфоблоков можно один раз запрограммировав, создавать произвольное число страниц сайта. Вот мы сделали раздел новости, хоть миллион новостей будет, программировать больше не надо. Они все будут однотипно выглядеть, на этой странице выводиться. Если модуль работает без инфоблоков, то на самом деле последовательность примерно та же. Здесь идет речь о неких нестандартных модулях и о ваших собственных. Допустим, модуль веб-аналитики. Есть такой модуль в Bittrex. Существует байка, что если вы хотите замедлить сайт в 2 раза, включите модуль веб-аналитики. Он будет собирать все, кто на какую страницу, когда пришел, когда ушел, что делал. В общем, все то же, что сейчас делают такие штуки, как Яндекс.Метрика, Google Аналитика.
Этот модуль визуально ничего не выводит, никаких компонентов по сбору статистики нет. Он работает чисто на вот этих невизуальных вещах, которые я на одном из первых слайдов упоминал. Это обработчики, это агенты, всякие такие теневые скрипты, серые кардиналы. Каждый раз, когда вы открываете какую-то страницу, где-то в Bittrex происходит событие, модуль это событие перехватывает и регистрирует к себе. Ага, пользователь открыл такую-то страничку. Что мы знаем про пользователя? IP-шник знаем, ID его знаем, если авторизовался, логин знаем. И все в базу данных записывается. И все это в базу данных записывается, да. Стандартный модуль так работает. Есть модуль производительности. У него вот чисто на сайте, на самой личной части ничего нет, но когда человек, имеющий права администратора, заходит на сайт, вы там видели шапку специальную. Вот это. Где-то публичная часть. Вот эта шапка, панель управления Bittrex. Вот модуль отладки, модуль производительности, вот сюда добавляет кнопочку. То есть вроде на сайте есть, но вот здесь, ниже вот этой ватерлинии, никакого упоминания про модуль производительности не будет. Если нажать там, специальную кнопочку «Анализировать производительность», то он не только начинает записывать все страницы, которые были открыты, он даже начинает регистрировать все SQL-запросы, которые пользователь делал. Но это нужно это не всегда включается, это нужно, чтобы понять, где что тупит. А как показывает практика, на сайтах всегда что-то где-то тупит. Так что если у модуля и, соответственно, у компонентов нет инфоблоков, это не значит, что он не использует базу данных, это значит, что он ее использует как-то еще. Скорее всего, модуль при установке создал свою таблицу, у него есть свои классы для работы с этой таблицей. Обычные классы, классические или ORM, если это новый модуль. И он работает уже с ними напрямую, минуя инфоблоки. Инфоблоки — это всего лишь такая небольшая абстракция над базой данных. Часть модулей работает без инфоблоков. В работе компонента без инфоблока на самом деле никакой разницы нет. Просто если этот узкоспециализированный компонент, который не настраивается, он просто лезет в базу данных, у вас ничего не спрашивая. И модуль не обязательно должен быть представлен публичной частью, он может что-то выводить только в админке. Например, есть модуль, который, когда-то у Bittrex был большой страшный интерфейс, потом они сделали вот текущий, вот этот серый, и он сильно отличался от старого. Тогда популярность набрал модуль, который назывался минимизатор админки. Вот он просто, видите, вот верхние поля над словом вакансии и под словом вакансии просто сокращал вот эти все. Вроде ерундовый модуль, но был прям бешено популярен, был бесплатный. Его ставили те, у кого мучила ностальгия, в неправильном смысле слова, по старому интерфейсу. Правда, раскрыл пару пунктов, и уже ничего не помещается. Просто экран нужен потолще. Или прежде. Что использовано было в рамках этой лекции, что вам в принципе понадобится, это ссылки вот на все полгода, которые у нас с вами будут. Официальная документация Bittrex для разработчиков, к сожалению, она не полная. К сожалению, она не актуальная. Но не так, чтобы вся. Есть, не знаю, в этой документации 5 самых главных методов, которые описаны очень подробно и которые вам там, в 90% случаев не нужны. А все остальные там либо не описаны, либо не очень подробно. Поэтому что нужно? Обязательно нужно не бояться и влезать в этот Bittrex еще и самим. Какой вы IDE для разработки на PHP пользуетесь? Да. Что да? Много, все пользуются разным. Поэтому ответ да. Видимо, PHP здорово, но все придется. Лично я пользуюсь чисто Notepad+, у меня IDE нет. Да. Сурово. Знаете, проводилось, на Хабре читал статью, провели нечеловеческое исследование, половине разработчиков сказали пользуйтесь блокнотом, а половине сказали пользуйтесь IDE. Вот у тех, у кого был блокнот, качество кода было повыше, но скорость пониже разработки, потому что они говорили, да сейчас надо все проверять, я не знаю, не подсвечивать ничего толком. Вообще обычный блокнот. У них даже, подсветки синтаксиса не было. Очень аккуратно люди писали код, разумеется, без ошибок, но очень медленно.
Хорошая IDE повышает вам скорость. У меня никаких требований, какую IDE вы должны использовать, нет. Можно и Notepad, можно и Notepad++, можно и PHP Storm. Я сам лично пользуюсь Штормом. И позиция такая. Пользуйтесь чем хотите, но вот если у вас будут проблемы, я только по Шторму смогу подсказать. Я знаю людей, которые пользуются NetBeans, и они даже выглядят как обычные здоровые люди, но они каждый раз просто мучаются. Вот у меня знакомый, у него купил себе новый ноутбук, все хорошо, все летает, там, не знаю, Ведьмак 3 летает, но NetBeans прям заставляет поднапрячься, попотеть его все там 20, не знаю, процессоров. Так что PHP Storm это хорошая IDE, она платная, но у нее есть студенческие лицензии. Вот. А для этого нужна почта, а почту будут всем не любят. Никогда не получал студенческую лицензию PHP Storm. Я вот как пришел на работу, я купил себе Storm, и все. Можете попытаться. Серьезно? На все продукты, да. На все продукты? Да. На все продукты JetBrains. И там куча просто других Ну, остальных. вам достаточно будет Шторма, но на самом деле у него есть IDE под все популярные языки, даже под C у него есть. И как бы я не любил Microsoft Visual Studio, я уверен, что реализация JetBrains, она намного лучше. Чем, если есть Notepad++ и компилятор? Пожалуйста. Я же говорю, кому как удобнее. Так вот, к чему вопрос про IDE? Вот Шторм, скорее всего, во всех остальных тоже это есть, но Штормом можно скачать себе все исходники Bittrex, посидеть 5 минут, пока он их проиндексирует, и после этого у вас в живых подсказках, знаете, начинаете набирать функцию, а он дописывает за вас ваши мысли. Вот весь Bittrex появится. А мне это переводил Макарин. Это что-то называется IntelliSense. Шторм весь на английском есть. Можно вопрос? Вот, Да. То есть я вот как раз это что, то есть по FTP можно выгрузить, ну то есть вот, из виртуальной машины, и можно скачать себе как проект, то есть, как я понимаю, или как это все выглядит? Технически, да, можно, на практике этого делать не следует, потому что Bittrex это несколько, возможно, десятков тысяч файлов, несколько десятков тысяч файлов через вот этот FTP-эмулятор Шторма будут скачиваться больше суток. Поэтому, как делают прошаренные ребята, в Bittrex есть кнопочка «Создать бэкап», «Создать резервную копию». По сути, это архив tar.gz, который можно распаковать. Делают архив всего ядра tar.gz, скачивают его себе, то есть создать архив 5 минут, скачать архив еще 5 минут, распаковать архив еще 5 минут. Все, 15 минут, и у вас на локальном диске где-то все те же файлы, что и на сервере. Так, а у нас занятие заканчивается? Ну понятно, да. Но мы же на виртуальной машине работаем, там с айтишником, и постоянно его туда выгружать, эту... Нет, вот это ядро скачали один раз и пользуетесь. Да, ну а как его смотреть? То есть... Давайте, вот вы в моей группе? Да, я вот и на лабораторном договорим. Задание на следующую лабораторную работу. Делайте себе сервер варианта 3, либо ставьте на свою винду, если у вас Windows, Bittrex веб-окружение, либо, ну, как вариант, ставьте себе сами Apache, MySQL, все дела, PHP. Ну, вот у Bittrex есть веб-окружение готовое. Затем, второй вариант. Ставьте себе виртуальную машину и скачивайте туда образ Bittrex VM, у них на сайте есть. Спрашивайте Google скачать Bittrex VM, он вам будет. Или на любом хостинге заводите триальный период. 14 дней у вас будет работать сайт по какому-нибудь техническому домену, там bla-bla-bla.timeweb.ru. Вполне себе подходит. Самый, наверное, нормальный вариант это второй. Виртуальную машину завести. И в ходе этой большой лабораторной работы надо будет пройти вот эти 6 уроков Академии Bittrex. Установка платформы, небольшая вводная часть про структуру, там создали страницы, создали разделы, начали натягивать верстку на сайт и небольшое видео про компоненты. Вот, в принципе, все. Цель этого полугодия — пройти всю Академию Bittrex, научиться работать с ними на уровне маленького программиста, который может решать не очень сложные задачи, но зато очень уверен. Будет сколько лабораторных? 6? 8.
сколько в расписании, столько и все наши. Вы нам уже полгода Так, сейчас мы перемещаемся в аудиторию 1.0. 5 или 6. Нам очень нравится, да. И обсуждаем лабораторию.